По нашим ощущениям, в прошедшем году внешняя политика России была успешной. Нам по-прежнему удалось сохранить свое уготованное нам географией, историей положение между Европой и Азией, между Западом и Востоком, и сохранять самостоятельность своей внешнеполитической линии. И что бы там ни писали в Викиликсе, но явный плюс уходящего года заключается в том, что отношения России с США и Евросоюзом значительно потеплели. Кстати, уж если говорить о Викиликсе, то для меня это был своего рода такой сюрприз 2010 года. По роду службы, естественно, мне приходится читать дипломатическую переписку и участвовать в ней. Ну, действительно, в некоторых материалах факты подают достаточно ярко и образно, но когда говорят, что публикации Викиликса, скажем, поставили международные отношения с ног на голову, то, наверное, сильно преувеличивают. Те, кто отвечают за внешнюю политику, всегда приучены хорошо держать удар и душевное равновесие эффективно сохранять. А то, что постороннему от дипломатии читателю может показаться там, проявлением двойных стандартов или язвительностью, или чем-то недостойных там, с обывательских позиций поведения, ну, в политике, к сожалению, в том числе и внешне, это явление обыденное. Впрочем, пока на сегодняшний день Викиликс не выставил ничего, что не было бы и так известно заранее. Но если уж заканчивать тему Викиликс, то на самом деле, наверное, это одно из самых ярких и самых неожиданных внешнеполитических событий уходящего года. Мы дожили до публичной перлюстрации дипломатической почты. Раньше этим занималась разведка, теперь этим занимаются все. На самом деле, наверное, это новинка. Теперь, если говорить о вещах более содержательных, наши отношения, российские отношения с Западом вообще находятся под влиянием перезагрузки. Разговоры о слабости Соединенных Штатов Америки преждевременны. Америка продолжает свою исконную политику другими методами, но не более того. Я не буду подкреплять тезис о неизменном и безусловном лидерстве США в последнее время ни статистикой ВВП, ни военными расходами, ни количеством нобелевских лауреатов и выданных научных патентов на открытие, ведущей ролью в международных организациях, все это очевидно. Но для нас чрезвычайно важно другое, что сегодня понятие перезагрузка просто из фигуры речи, из красивого образа, из яркого оборота стало реальностью международной политики, стало наполняться реальным содержанием. Много говорят о слабости президента Обамы, в особенности после частичных парламентских выборов, которые демократы откровенно проиграли. Но, по-моему, слабость политики Соединенных Штатов все-таки проявилась при прошлой администрации, а не при этой. Прошлая администрация в Вашингтоне доказала, что в одиночку попытка решить проблемы мира в одиночку – это попытка безуспешная. Это попытка, которая ничем результативным не заканчивается. И сегодня многим в Белом доме понятно, что проблемы современного мира США не могут решить без участия, в том числе и России. И вот этот вывод, наверное, если хотите, главная объективная предпосылка перезагрузки наших двусторонних отношений. Напомню, инициатива по поводу этой перезагрузки исходила не от нас, она исходила от администрации президента Обамы. Успешно прошла ратификация договора ДСНВ или СНВ-3, как его называют, в американском Сенате. Я искренне надеюсь на то, что ратификационная резолюция, которую принял американский Сенат, не помешает нам, в российскому парламенту, провести нашу часть работы, провести ратификацию, надеюсь, в январе будущего года. Пока, кстати, не открою большого секрета, если скажу, что календарь выглядит следующим образом, что две палаты российского парламента, наверное, смогут ратифицировать договор ДСНВ до конца января будущего года. Теперь об отношении России и Европейского Союза. Саммит России и Евросоюз в Брюсселе подвел итоги успешной европейской политики нашей страны в этом году. Это
политика выстроилась, если хотите, в такую европейскую географическую цепочку. Девиль, Лиссабон, Варшава, Брюссель. Это и договоренность Москвы и Берлина в Мазерберге летом этого года. Там, напомню, главы наших двух стран, России и Германии, решили создать комитет Россия-Евросоюз по внешней политике и безопасности. А накануне саммита в Брюсселе были согласованы позиции России и Евросоюза по условиям российского присоединения к Всемирной торговой организации. Переговоры по этому поводу, мы все это прекрасно помним, шли долго и с натугой, так что можно, наверное, говорить о бесспорном успехе, причем о бесспорном совместном успехе. Отмечу, что Россия и Евросоюз начали осуществлять программу партнерства для модернизации. Что касается такой излюбленной темы, как вопрос о визах, то здесь, по-моему, Евросоюз особого рвения не проявляет. Хотя, конечно, в наших отношениях с шенгенским пространством есть и хорошие шаги вперед. На последнем пленарном заседании Совет Федерации ратифицировал соглашение между Россией и Швейцарией о облегчении визовых процедур для граждан наших двух стран. Напомню, что среди условий, которые выдвигает Евросоюз России для того, чтобы двигаться по пути отмены виз, это борьба с коррупцией. Мы прекрасно понимаем эту задачу как одну из наших приоритетных задач, но ничего не делается за 24 часа. Напомню, что в свое время многолетний премьер Сингапура Ли Куан Ю говорил, когда его спрашивали о том, как успешно можно бороться с коррупцией. Он всегда говорил, что это на самом деле требует всего лишь навсего 40 лет каждодневной работы и 10-12 личных друзей, посаженных в тюрьму. Так что процесс этот достаточно долгий, я думаю, что он займет и у нас, и у наших коллег из Евросоюза еще какое-то время. О чем еще нельзя сказать, это о бесспорно заметных сдвигах в отношениях между Россией и НАТО. В пункте 23 Лиссабонской декларации прямо сказано, что Альянс желает стратегического партнерства с Россией, ожидая от нее взаимности. В том же документе записано, что Альянс намерен сотрудничать с нашей страной и в сфере общих интересов. Это борьба с терроризмом, распространение оружия массового уничтожения, распространение наркотиков и пиратства. Готов Альянс сотрудничать с нами и в проекте совместной противоракетной обороны. Хотя очевидно, что в этой сфере разногласия у нас еще сохраняются. Спасибо большое, Михаил Витальевич. К сожалению, время нашей пресс-конференции уже подошло к концу. И мне остается вас поблагодарить. И с наступающим вас Новым годом. Спасибо.